Счастье у меня всегда новое, а Новый год еще не наступил. А между тем, Ваше Величество, сегодня 1 января. Вы ошибаетесь. Сколько дней в декабре? Ровно 31, Ваше Величество. Значит, сегодня 32 декабря. Да прелестная новогодняя шутка Ее Величества. Очень острая шутка. Острее моей сабли. Не правда ли, господин королевский прокурор? Высшая мера остроумия. Нет, я вовсе не шучу. Завтра будет 33 декабря, послезавтра 34 декабря. Ну, как там дальше, говорите вы. 35 декабря, 36 декабря, 37 декабря. Но это невозможно, Ваше Величество. Вы опять? Да, Ваше Величество, опять и опять. Вы можете отрубить мне голову, посадить меня в тюрьму, но 37 декабря не бывает. В декабре 31 день. Ровно 31. Это доказано наукой. А 7 8, Ваше Величество, 56. А 8 8, Ваше Величество, 64. Это тоже доказано наукой. А наука для меня дороже собственной головы. Дорогой профессор, успокойтесь, я вас прощаю. Слыхала где-то, что короли иногда любят, когда им говорят правду. А все-таки декабрь не кончится до тех пор, пока мне не принесут полные корзины подснежников. Как вам угодно, Ваше Величество, но их не принесут. Посмотрим. Осмелюсь представить Вашему Величеству прибывших чрезвычайных послов дружественных нам государств. Посла западной державы, посла восточной державы. Его Величество, король моей страны, поручил мне передать вам новогодние поздравления. Поздравьте Его Величество, если у него уже наступил Новый год. У меня, как видите, в этом году Новый год запоздал. Мой повелитель и господин приказал приветствовать Ваше Величество и поздравить вас. С чем? С цветущим здоровьем, великой мудростью, такой необыкновенной в столь нежном возрасте. Слышите? А вы все еще собираетесь меня чему-то учить? А все-таки почему до сих пор нет подснежников? Все ли в городе знают мой указ? Ваше желание будет исполнено, королева. Цветы сейчас будут повергнуты к стопам Вашего Величества.
Подарки. Это настоящий праздник цветов. Роза среди роз. А есть тут подснежники? Весьма вероятно, Ваше Величество. Отыщите мне их, пожалуйста. Я полагаю, Ваше Величество, один из этих цветов подснежник. Какой же? Тот, который вам больше нравится. Глупости. А вы что скажете? Я знаю только латинское название растений. Вот этот, насколько я помню, пиония альбифлора, а это гидрангия апулоидес. Апулоидес? Ну, это скорее похоже на название какой-то опухоли. Говорите вы, что это за цветы? Это гортензия, Ваше Величество. А это пион, или, как говорят в простом народе, Марьин корень, Ваше Величество. Мне не нужно никаких Марьиных корней. Я хочу подснежников. Есть тут подснежники? Ваше Величество, какие же подснежники в королевской оранжерее? Подснежник цветок дикий, сорная трава. Где же они растут? Где им полагается, Ваше Величество? Где-нибудь в лесу под кочками. Так и принесите мне из лесу из-под кочек. Слушаю, Ваше Величество. Не гневайтесь, Ваше Величество. Только сейчас их нет и в лесу. Они появятся не раньше апреля месяца, Ваше Величество. Мы что, сговорились все? Апрель да апрель? Слушать я этого больше не хочу. Если у меня не будет подснежников, у кого-то из моих подданных не будет гавы. Как вы полагаете, кто виноват в том, что у меня нет подснежников? Я полагаю, Ваше Величество, главный садовник. Ваше Величество, я отвечаю головой за садовые растения, а за лесные отвечает главный лесничий. Очень хорошо. Я прикажу обоих казнить. Канцлер, велите приготовить приговор. Ваше Величество, у меня все готово. Только стоит вписать имя и приложить печать. Ваше Величество, по королевскому указу во дворец прибыли подснежники. Как? Сами прибыли? Никак нет. Их доставили две особы. Без титулов и званий. Зовите их сюда. Этих двух особ без титулов и званий. Да, сюда! Так это и есть подснежники? Да. Да еще какие, Ваше Величество, свеженькие лесные, только что из-под сугробов сами рвали. Вот это настоящие цветы! Не то, что ваши, как их там, апулоидес или Марьин корень. Пусть сегодня все проденут петлицы и приколят к платью подснежники. Ой, я не хочу никаких других цветов. Уходите! Благодарю вас, Ваше Величество. Эти милые цветочки напоминают мне те времена, когда я была совсем маленькая и бегала по дорожкам парка. Вы были маленькой и даже бегали по дорожкам парка. Это должно быть было очень смешно. Как досадно, что меня тогда еще не было на свете. А это вам, господин начальник королевской стражи. Благодарю вас, Ваше Величество. Я буду хранить этот драгоценный цветок в золотом футляре. Да лучше поставьте его в стакан с водой. Здравствуй, вы совершенно правы, Ваше Величество.
стакан с прохладной, некипяченой водой. Я всегда права, господин профессор, зато вы на этот раз ошиблись. Вот вам подснежник, хоть по-вашему и зимой не бывает. Серьезно, Ваше Величество? Не бывает? Ох, профессор, если бы вы были простым школьником, я бы поставила вас в угол за упрямство. Все равно в какой, в тот или в этот. Да-да. А это вам, господин королевский прокурор. Приколите к своему черному одеянию, на вас будет хоть немного веселее смотреть. Благодарю вас, Ваше Величество. Этот милый цветок заменит мне орден. Хорошо. Тогда я буду дарить вам каждый год по цветку вместо орденов. Ну, что? Все прикололи цветы? Все. Очень хорошо. Значит, Новый год наступил и в моем королевстве. Можете меня поздравлять! Ваше Величество! С Новым годом! С Новым годом! Зажигайте елку! Я хочу танцевать! Дорогой посол, не могли бы вы подставить ножку моей гофмистерине? Было бы так весело, если бы она растянулась посреди зала. Простите, Ваше Величество, я вас, кажется, не совсем понял. Дорогая гофмистерина, вы задели своим платьем елку и, кажется, загорелись. Горю? Горю! Ой. Горю! Спасите! Пожар! Вызвать все пожарные части! Да нет же! Это я пошутила. С 1 апреля! Почему же с 1 апреля, Ваше Величество? А потому что расцвели подснежники. Танцуйте! Танцуйте! Я так боюсь, чтобы наша королева не затеяла сегодня еще какой-нибудь сумасбродный шалость. От нее всего можно ожидать. Она такая невоспитанная девчонка. Однако она уж воспитанница, госпожа гофмистерина. Что я могла с ней поделать? Она вся в отца и в мать. Капризы матери, причуды отца. Зимой ей нужны подснежники, а летом ей понадобятся сосульки. Мне надоело танцевать. Ваше Величество! Позвольте и нам поздравить вас с Новым годом. Вы еще здесь? Да здесь покуда. Так вот и стоим со своей пустой корзиночкой. Ох, да, канцлер, велите насыпать в корзину золото. Полную корзину, Ваше Величество? Ну, как было обещано, Ваша милость, сколько цветочков, столько и золота. Но, Ваше Величество, в этой корзине гораздо больше земли, чем цветов. Край без земли цветы вянут, Ваша милость. Это правда? Да, Ваше Величество. Но правильнее было бы сказать, растениям нужна почва. Заплатите золотом за подснежники. А земля в моем королевстве и так принадлежит мне. Не правда ли, господин королевский прокурор? Сущая правда, Ваше Величество. Итак,
Апрель месяц еще не наступил, а подснежники уже расцвели. Что вы на это скажете, дорогой профессор? Я теперь считаю, что это неправильно. Неправильно. Но так не бывает. Это и в самом деле, Ваше Величество, весьма редкий и замечательный случай. А было бы весьма любопытно узнать, где и как нашли эти женщины в самую суровую пору года такие прелестные весенние цветы. Я весь превратился в слух и жду удивительного рассказа. Рассказывайте, где вы нашли цветы? Ну что же вы молчите? Ну, говори ты. Сами говорите. Ну, рассказывать-то, Ваше Величество, дело нетрудное. Труднее было подснежники в лесу отыскать. Но, как услышали мы с дочкой, королевский указ, так и подумали обе. Живы не будем, замерзнем, а волю Вашего Величества исполним. Взяли по метелке да по лопатке и пошли себе в лес. Метелками тропинку перед собой расчищаем, лопатками сугробы разгребаем. А в лесу-то темно, а в лесу-то холодно. Ну, думаю, пропали мы обе. Ну, а дальше-то что было? Когда дальше? А дальше? Ну, дальше, Ваше Величество, было еще хуже. Лес, сугробы все выше, мороз все крепче, лес все темнее. Вот как дошли, сами не помним. Ну, прям сказать, на коленках доползли. На коленках? Ах, как страшно. Не перебивайте, гофмистерина. Рассказывайте дальше. Ну, извольте, Ваше Величество. Ползли мы, и вот добрались до этого самого места. И такое чудесное место, что и рассказать нельзя. Сугробы стоят высокие, а выше деревьев, а посередке озеро круглое, как тарелочка. Да, вода в нем не мерзнет. По воде уточки белые плавают, а по берегам цветов видимо, невидимо. И все подснежники. Но всякие цветы, Ваше Величество, я таких и не видывала. Ну, будто цветным ковром вся земля устлана. О, это должно быть прелестно. Цветы, птички. Какие птички? Про птичек она не рассказывала. Уточки. Разве утки это птицы? Водоплавающие, Ваше Величество. А грибочки там тоже растут, а? И грибочки. А ягодки? Земляника, черника, голубика, язевика, калина, малина, рябина. Как? Подснежники, грибы и ягоды в одно время? Не может быть! Ведь вот то-то и дорого, Ваша милость, что не может быть, а есть. И цветочки, и грибочки, и ягодки. Все как на подбор. И сливы там есть. И орехи. Все, чего не пожелаете. Это замечательно. Сейчас же ступайте в лес и принесите мне оттуда земляники, орехов и слив. Ваше Величество, помилуйте. Что, вы не хотите идти? Да дорога туда вольно дальняя, Ваше Величество. Какая же дальняя? Если вчера я только указ подписала, а сегодня мне уже цветы принесли. Ну, это верно,
Ваше Величество, да уж больно замерзли мы в пути. Замерзли? Ничего, я дам вам теплые шубы. Принесите ко мне шубки, да поскорей. Что ж нам делать-то? Ее послем. Она идет, Она найдет. А о чем вы там шепчетесь? Перед смертью прощаемся, Ваше Величество. Ой, такую вы нам задачу задали, что уж и не знаешь, воротишься или пропадешь. Ну да ничего не поделаешь. Надо вам услужить. Прикажите нам по шубке выдать, мы и пойдем себе. Шубки вам сейчас дадут. А золото пока оставьте. Когда вернетесь, получите сразу 2 корзины. Да возвращайтесь поживее. Земляника, сливы и орехи нужны нам сегодня к новогоднему обеду. Ну, спасибо вам за шубки, Ваше Величество. А нехти не на седой лисе, а теплые. Прощайте, Ваше Величество. А ждите нас с орешками да ягодками. Стойте! Стойте! Подайте-ка и мне шубку. Всем подавайте шубы, да велите закладывать лошадей. Куда вы изволите ехать, Ваше Величество? Мы едем в лес, к этому самому круглому озеру, и будем собирать там на снегу землянику. Это будет вроде земляники с мороженым. Я так и знала. Едем, едем. Какая прелестная затея. Лучше новогодней забавы и не придумал. Это выдумка достойна самого Гарун аль-Рашида. Хорошо, как весело. Этих 2 женщин посадить в передние сани, они будут показывать нам дорогу. Ой, мы пропали. Молчи. Ваше Величество! Что тебе? Нельзя Вашему Величеству ехать. Это еще почему? А сугробы-то в лесу не пройти, не проехать. Сани увязнут. Уж если вы себе метелкой да лопаткой тропинку расчистили, так для меня и широкую дорогу проложат. Прикажите полку солдат отправиться в лес с лопатами и метлами. Будет исполнено, Ваше Величество. Да. Ну, все готово. Едем. Ваше Величество! Слушать вас больше не хочу. Ни слова до самого озера. Показывать дорогу будете знаками. Какую дорогу? Ведь озера-то этого нет! Как это нет? Нет и нет. Еще при нас его и в дом затянуло. И снегом засыпало. А уточки улетели. Вот вам и водоплавающие. А земляника, сливы? Орехи. Ну, все как есть. Снегом замело. Ну, а грибы-то, по крайней мере, остались. Сушеные. Я вижу, вы смеетесь надо мной. Да разве мы смеем, Ваше Величество? Я, Ваше Величество, сразу догадалась, что эти плутовки нас обманывают. Но разве на свете бывают такие ягоды, как черницы и голубицы? Никогда не слыхала ничего подобного. Не черница и голубица, госпожа гофмейстерица. Я не гофмейстерица, а гофмейстерина. Да, простите, я ошибся. Черника и голубика, госпожа гофмейстерика. Ну так вот, если вы не скажете, где вы взяли подснежники, вам завтра же отрубят головы. Нет, сегодня, сейчас. Как это вы говорите, не надо откладывать на завтра? То, что можно сделать сегодня, Ваше Величество. Вот именно. Ну, отвечайте. Только правду, а то плохо будет. Мы и сами не знаем, Ваше Величество. Ничего не знаем. Как же так, нарвали целую корзину подснежников и не знаете где? Не мы рвали!
Вот как, не вырвали, а кто же? Падчерица моя, Ваше Величество. Это она, негодница, за меня в лес ходила. Это она и подснежники принесла. В лес она, во дворец вы. Почему же вы ее с собой не взяли? Дома она осталась, Ваше Величество. Надо за кому-нибудь и за домом присмотреть. Вот и присматривали бы за домом, а негодницу бы сюда прислали. Ну, как ее во дворец пришлешь? Она у нас людей боится. Словно зверушка лесная. Ну, а дорогу-то в лес к подснежникам ваша зверушка показать может? Ну уж верно может. Только Ваше вот Величество. захочет ли? Как она смеет не захотеть, если я прикажу? Да упрямая она у нас, Ваше Величество. Я тоже упрямая. Посмотрим, кто кого переупрямит. А если она вас не послушается, Ваше Величество, приказывайте ей голову трубить и все. Я сама знаю, кому голову рубить. Ну, слушайте, мы все едем в лес собирать подснежники, землянику, сливы и орехи. А вам дадут самых быстрых лошадей, и вы вместе с вашей зверушкой догоните нас. Слушай, Ваше Величество. Погодите, приставьте к ним 2 солдат с ружьями. Нет, 4, чтобы те лгуни не вздумали от нас улизнуть. Ох, матюшки. Садись! Уходи с дороги, с дороги! Вы, кажется, упали. Нет, я просто прилег отдохнуть. Давно не случалось мне с ледяных гор кататься. Пожалуй, ой, лет 60. Как по-вашему, дорогой профессор, это озеро? Вне всякого сомнения, ведь какая-то водная котловина. По всей вероятности, озеро. Ага. Вы говорили, профессор, будто в лесу водятся дикие звери. А я не видела до сих пор ни одного. Где же они? Я полагаю, они спят, Ваше Величество. Разве они так рано ложатся спать? Ведь еще совсем светло. Многие из них ложатся еще раньше, осень, и спят до самой весны, пока не растает снег. Здесь столько снега, что он, кажется, никогда не растает. Я и не думала, что на свете бывают такие высокие сугробы и такие странные деревья. Мне это даже нравится, а вам? Ваше Величество, разумеется. Я без ума от природы. Я так и думала, что от природы. Мне очень жаль вас, дорогая Куфустина. Ну, Ваше Величество, я совсем не то хотела сказать. Я хотела сказать, что я безумно люблю природу. А вот она вас, должно быть, не очень любит. Поглядите-ка в зеркальце. У вас то совсем сизый нос. Закройте его поскорее муфтой. Благодарю вас, Ваше Величество. Вы гораздо внимательнее ко мне, чем к себе самой. Боюсь, что ваш носик тоже немножко поголубел. Еще бы, мне холодно. Дайте-ка мне меховую накидку. И мне, пожалуйста, и мне.
Объясните мне, что это значит? Мы чуть не окоченели от холода, а эти люди сбросили с себя даже куртки. Это вполне объяснимо. Усиленное движение способствует кровообращению. Я ничего не поняла. Движение, кровообращение. Позовите-ка сюда этих солдат. Скажи-ка мне, почему ты вытер лоб? Виноват, Ваше Величество. Да нет же, я на тебя не сержусь. Отвечай смело, почему? Запрел, Ваше Величество. Как? А что это значит, запрел? Так уж у нас говорят, Ваше Величество. Жарко ему стало. И тебе жарко? Как бы не жарко. От чего? От топора, от лопаты, да от метлы еще. Вот так. Вы слышали? Гофмистерина, канцлер, королевский прокурор. Берите лопаты, метлы, топоры, а мне дайте метлу. Госпожа гофмистер, разрешите показать вам, как надо держать лопату. Вот так. А копаешь вот так. Вот так. Благодарю вас, я очень давно не копала. А разве вы когда-нибудь копали? Да, Ваше Величество, у меня было прелестное зеленое ведерочко и совочек. А почему же мне их никогда не показывали? А я их потеряла в саду, Ваше Величество, когда мне было 3 годика. Вы, очевидно, не только безумны, но и рассеяны от природы. Берите метлу, да не потеряйте, она казенная. Благодарю вас, Ваше Величество. А нам что прикажете делать, Ваше Величество? А вы когда-нибудь занимались спортом у себя на родине, господин посол? О, я недурно играл в теннис, Ваше Величество. В таком случае берите лопату. А вы, господин посол? Ваше Величество, в золотые годы молодости я скакал на арабском скакуне. Скакали. В таком случае протаптывайте дорожки. От этого и правда становится теплее. Я даже запрела. Маша. А я разве не так сказала? Нет, вы сказали совершенно правильно, Ваше Величество. Но осмелюсь заметить, что выражение это не вполне светское, а, так сказать, народное. Ну что ж, королева должна знать язык своего народа. Вы сами повторяете мне перед каждым уроком грамматики. Боюсь, что вы, Ваше Величество, не совсем верно поняли мои слова. А вы бы говорили попроще. Вот как я, например. Вот. И все понимают меня. Раз, два. Бросайте метлы и лопаты. Мне надоело мести снег. А куда подевались те женщины, которые должны показать нам дорогу, где растут подснежники? Я опасаюсь, что эти преступницы обманули стражу и скрылись. Вы отвечаете за них головой, начальник королевской стражи. Если их не будет здесь через минуту... Здесь они, Ваше Величество. Ишь ты, озеро. Ведь вот врешь, да ненароком и правду соврешь. Ваше Величество, привезла я вам свою падчерицу. Не извольте гневаться. Подведите ее сюда. Ой, вот ты какая. Я думала, ты какая-то мохнатая, косолапая. А ты, оказывается, красивая. Не правда ли она очень мила? В присутствии моей королевы я никого и ничего не вижу. У вас должно быть замерзли стекла. А вы что скажете? Я скажу, что зимой в странах умеренного климата... Какой же это?
умеренный климат. Это совсем не умеренно, это чересчур холодный климат. Простите меня, господин посол, но в географии он называется умеренным. Итак, в странах умеренного климата жители носят зимой одежду из меха и пуха. Пуха, что вы хотите сказать? Я хочу сказать, что эта девушка нуждается в теплой одежде. Смотрите, она совсем замерзла. На этот раз вы, кажется, правы, хотя могли бы говорить покороче. Принесите этой девушке теплую одежду из меха и пуха, или, говоря по-человечески, шубу. Ну вот, наденьте на нее. Спасибо. Подожди, благодарить. Я тебе еще картину золота дам. 12 бархатных платьев, башмачки на серебряных каблучках по браслету на каждую руку и по алмазному кольцу на каждый палец. Хочешь? Спасибо, но ничего этого мне не надо. Как? Совсем ничего? Нет, одно колечко мне нужно. Не 10 ваших, а одно мое. Разве одно лучше, чем 10? Для меня лучше, чем 100. Не слушайте ее, Ваше Величество. Она сама не знает, что говорит. Нет, знаю. Было у меня колечко, только вы его взяли. А ты видела, как мы его брали? Не видела, а знаю, что у вас. А ну-ка, дайте мне сюда это колечко. Ваше Величество, верьте слову. Нет его у нас. И не было никогда. А сейчас будет. Давайте колечко, а не то. Поскорее, ведьмы. Королева гневается. Мое! Другого такого и на свете нет. Ой, доченька, зачем же ты чужое кольцо спрятала? Да вы же сами сказали, в карман положи, коли на палец не лезет. Красивое колечко. Откуда оно у тебя? Мне его дали. А кто дал? Не скажу. Да ты вправду упрямая. Ну, знаешь что? Так и быть, бери свое колечко. Правда? Вот спасибо. Бери да помни, я даю тебе его за то, что ты покажешь мне место, где вчера собрала подснежники. Да поскорее. Тогда не надо. Что? Не надо тебе колечко? Ну, тогда ты его больше никогда не увидишь, я его в лес заброшу. Жалко. Что ж, мне и самой, может быть, жалко, да ничего не поделаешь. Ну, говори скорее, где подснежники? 1, 2, 3. Колечко мое. Думаешь, я и в самом деле бросила? Нет. Вот оно еще здесь, у меня на ладони. Ну, долго ты еще будешь убираться? Снимите с нее шубку. Пусть мерзнет. Так ей надо. Ой. Это что значит? Кто посмел? Говорите! А, вижу. Подойди-ка сюда. Подойди. Где твой плащ? Сами видите, Ваше Величество. Да как же ты осмелился? А мне, Ваше Величество, что-то опять жарко стало. Взапрел, как говорится у нас в простом народе. Смотри, как бы тебе еще жарче не стало. Что? Будешь упрямиться, злая девчонка? Будешь? Ваше Величество! Что такое? Это недостойный поступок, Ваше Величество. Велите отдать этой девушке шубку, которую вы ей подарили, и кольцо, которым она, видимо, очень дорожит.
а сами поедем домой. Простите меня, но ваше упрямство не доведет нас до добра. Так это я упрямая. А кто же? Осмелюсь спросить. Вы, кажется, забыли, кто из нас королева. Вы или я? Вы, кажется, забыли, что слово «казнить» короче, чем слово «помиловать». Извините, что? Нет, нет, слушать вас больше не буду. Сейчас же велю вырубить прорубь и брошу туда и колечко, и эту девчонку, и вас вслед за ней. Последний раз спрашиваю, покажешь дорогу к подснежникам? Нет. Нет. Прощайся же со своим колечком, да и жизнь заодно. Хватайте ее! Ты катись, катись, колечко, на весеннее крылечко, в летние сени, теремок осенний, да по зимнему ковру, к новогоднему костру. Весна наступила. Не может быть. Ну как же не может быть, если на деревьях уже распускаются почки? В самом деле распускаются. А что это за цветы? Подснежники. Все вышло, по-моему. Стойте! Где же эта девушка? Куда девалась твоя падчерица? Да нет ее! Убежала негодная! Ищите ее! Мне она больше не нужна. Я сама нашла подснежники. Смотрите, сколько их! А кто вы такой? Ну-ну, брысь, не соли, малый. Пошел прочь. Кто же это был? Бурый, Ваше Величество. Да, бурый медведь по латыни Урсус. Очевидно, его пробудила от спячки ранняя весна. Ах, нет, простите, оттепель. А этот бурый медведь вас не тронул, Ваше Величество? Не поранил? Не поцарапал? Нет. Он мне только сказал на ухо 2 слова. Про вас, гофмистер. Про меня? Что же он про меня сказал, Ваше Величество? Он спросил, почему кричите вы, а не я. Это его очень удивило. Но, Ваше Величество, я кричала от страха за вас. Вот оно что. Пойдите, объясните это медведю. О, Ваше Величество, извините меня. Я так боюсь этих мишек и мышек. Ну так собирайте подснежники. Хорошо. Но я их больше не вижу. В самом деле, где же они? Исчезли. Зато появились ягоды. Ваше Величество, извольте поглядеть. Земляника, голубика, черника, малина. Все, как мы вам рассказывали. Голубика, земляника. Какая прелесть. Сами видите, мы вам правду говорили. Дышать не могу. Жарко. Что это? Лето? Не может быть. Однако это так. Настоящий июль месяц. Знойно.
как в пустыне. Нет, у нас прохладнее. Кажется, у меня начинается солнечный удар. Вот. Воды. Воды. Воды, госпоже гофмистерии. Дождь! Какой же это дождь? Это ливень! Вот вода для госпожи гофмейстерины. Не надо воды, я и так вся вымокла. И то верно. Подайте мне зонтик! Откуда же я возьму зонтик, Ваше Величество? Когда мы выехали в январе, а сейчас должно быть сентябрь месяц. Не может быть! Никаких месяцев в моем королевстве больше нет и не будет. Это мой профессор их выдумал. Слушаю, Ваше Величество! Не будет! Что такое? Земля качается! Небо падает на землю! Сейчас же во дворец! Лошадей! Да где же вы все? Едем! Как же нам ехать, Ваше Величество? Мы в санях, а дорогу размыло. По такой грязи только верхом и ускачешь. Правду он говорит, верхом Стойте! Я прикажу вас всех казнить! Простите, Ваше Величество, но меня может казнить только мой король. А меня султан. Посадите меня на лошадь! Я не умею ездить верхом! Научитесь! Смотрите, снег. Опять зима? Вот это весьма вероятно, ведь теперь январь месяц. Подайте мне шубу, холодно. Еще бы не холодно, Ваше Величество. Хуже нет сначала промокнуть, а потом замерзнуть. Да только шубу-то ветром унесло. Берите подать в сани. Ведь сейчас зима. Мы опять сможем ехать в санях. Совершенно правильно, Ваше Величество. Зимой люди ездят в санях и топят печкой. Вот, говорила я вам, Ваше Величество, не надо вам в лес ездить. Подснежников ей захотелось. Вам золото понадобилось. Как вы смеете со мной так разговаривать? Ты обиделась. Мы ведь не во дворце, Ваше Величество, а в лесу. Вот они, сани, Ваше Величество. Садитесь, если угодно. А только вот ехать не на ком. А лошади где же? Господа на них ускакали, ни одной нам не оставили. Ну, покажу я этим господам, если только до дворца доберусь. Добраться-то как? Ну как? Говорите, ведь вы же все на свете знаете. Простите, Ваше Величество, к сожалению, далеко не все. Да ведь мы пропадем здесь. Мне холодно. Я скоро промерзну вся насквозь. Зачем я только этот дурацкий приказ подписала? И правда, дурацкий. Не подписали бы его, сидели бы мы сейчас дома в тепле.
Новый год вы праздновали бы. А теперь замерзай тут, как собака. А вы зачем всякого дурацкого слова слушаетесь? Знаете же, что я еще маленькая. Кататься с королевой им захотелось. Ой, не могу больше. Да придумайте же что-нибудь. Это трудная задача, Ваше Величество. Вот если бы можно было в эти сани кого-нибудь запрячь. Кого же? Ну, лошадь, например, или хотя бы дюжину ездовых собак. Да где же вы в лесу собак найдете? Как говорится, хороший хозяин в такую погоду собаки не выгонит. Ой, не выйти нам отсюда. Ой, пешком бы пошли, да ноги не идут. Закоченели совсем. Ой, пропали вы! Тише, тише! Идет кто-то. Это за мной. Как бы не так. Только о ней все и беспокоятся. Вы зачем сюда пожаловали? За подснежниками. Не время теперь для подснежников. Совершенно правильно. Я и сама вижу, что не время. Научите нас, как отсюда выбраться. Как приехали, так и выбирайтесь. Извините, старичок, на ком приехали, тех и на крыльях не догнать. Без нас ускакали. А вы, видать, здешние. Зимой здешний, а летом чужедальний. Помогите нам, пожалуйста. Выведите нас отсюда. Я вас награжу по-королевски. Хотите золота, серебра, ничего не пожалею. А мне ничего не надо. У меня все есть. Вон сколько серебра. Вы столько и не видывали. Не вы меня, а я вас одарить могу. Говорите, кому что к Новому году надобно? У кого какое желание? Я только одного хочу, во дворец. Да только ехать не на чем. Будет на чем ехать. А ты что хочешь? Я бы хотел, чтобы все опять было на своем месте. Зима зимой, лето летом, а мы у себя дома. Исполнится. А тебе что, служивый? Да чего мне? У костра погреться, и ладно будет. Замерз больно. Погреешься. Костер недалеко. А нам обеим по супке. Да погоди ты, ну куда торопишься? Чего там ждать? Хоть какую ни на есть супку, хоть на собачьем меху. Только сейчас, поскорее. Держите. Простите, ваша милость, не надо нам этих шубок. Она не то сказать хотела. То сказано, то сказано. Одевайте шубы. Носить их вам не сносить. Дура ты, дура! Уж если просить шубу, так хоть соболью. Сами вы дура. Говорили бы вовремя. О, мало что себе собачью шубу раздобыла, еще и мне навязала. А коли не нравится, вы мне и свою отдайте, теплее будет. Да. А сами замерзайте тут под кустом. Не жалко. Ну, так я и отдала. Держи карман шире. Поторопилась. Собачью шубу выпросила. Вам собачьи-то как раз к лесу. Лайтесь как собака. Собатый. Собака. Воу. Собатый. Воу. 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 Ой, собаки! Держите их, они нас искусают! Не беспокойтесь, Ваше Величество. У нас, говорят, собака палки не любит. Собственно говоря, на собаках можно отлично ездить. Эскимосы совершают на них дальние путешествия. А и то правда. Запряжем-ка их в сани, пускай везут. Жалко, что их мало. Дюжина бы. Эти собаки целой дюжины стоят. Стоять! Смирно! Запрягай скорей! Вот вам и новогоднее катание. Ну, счастливого пути. Трогай, служивый, правь на огонек.
А ну, пошли! Там костер горит, доедешь, погреешься. Ну, гостья дорогая, подбросит и хвороста в огонь. Он еще жарче гореть будет. Спасибо вам. 2 раза вы меня от смерти спасли. А мне-то и в глаза вам смотреть совестно. Потеряла я ваш подарок. Потеряла? А ну-ка угадай, что у меня в руке? Колечко. Колечко. Бери свое колечко. И хорошо, что ты его нынче не пожалела. А то не видать бы тебе больше ни кольца, ни нас. Было оно мне дорого, а сейчас еще дороже будет. Только страшно мне домой с ним вернуться. Как бы опять не отняли. Не отнимут. Некому отнимать. Поедешь ты теперь домой и будешь полной хозяйкой. Теперь не ты у нас, а мы у тебя гостить будем. Все по очереди перегостим. Каждый со своим подарком придет. А пока вот тебе этот сундук. Не с пустыми же руками возвращаться тебе домой от братьев вместе. Ой, уже не знаю, какими словами благодарить вас. А ты сначала открой сундук, да посмотри, что в нем. Может, мы тебе и не угодили. Вот тебе ключ от сундука. Открывай. И глаз не оторвать. Видела я сегодня королеву, а только и у нее не было ни таких платьев, ни такой шубки. А ну, примерь обновы. Ну и красавица же ты. И платье тебе к лицу, и башмачки впору. Жаль только в таких башмачках по лесным тропинкам бегать, через бурелом перебираться. Видно, придется и санки тебе подарить. Хороши сани. В такие сани не всякого коня запряжешь. Ну, за конями дело не станет. Дам я коней не хуже саней. Эй, что за кони? Только без колокольчиков и бубенчиков ездить не весело. Так и быть, подарю я тебе свои бубенчики. Звону много, веселей дорога. Вот и костер. Не обманул меня тот старик. Здравия желаю всей честной компании. Разрешите погреться? Присаживайся, догрейся. А, хозяин, здравия желаю. Веселый у тебя огонек. Только позволь мне седаков моих к теплу пристроить. Наше солдатское правило такое. Сперва начальство расквартируй, а потом и сам на постой определяйся. Ну, раз у вас такое правило, по правилу поступай. Пожалуйте, Ваше Величество. Пожалуйте, Ваша милость. Ой, шевелиться не могу. Ничего, Ваше Величество, отогреетесь. Вот я вас сейчас на ножки поставлю и учителя вашего. Разомнитесь, Ваша милость. Привал.
поближе подойдите, теплее будет. Она? Неужто она? Она? Смотрите, ведь это та самая девушка, которая подснежники нашла. Так точно, Ваше Величество. Они самые. Добрый вечер, сударыня. В третий раз мы с вами нынче встречаемся. Да только вас теперь не узнать. Чисто королева. Что? Что ты такое говоришь? Погоди у меня. А ты не хозяйничай тут, девица. Солдат ту нашего огня званый гость, а ты при нем стоишь. Нет, он при мне. Нет, ты при нем. Он без тебя куда хочет уйдет, а ты без него ни шагу. Вот как. Ну, прощайте. Ну и ступай себе. С катертью дорога. Запрягай собак, едем дальше. Полноте, Ваше Величество. Погрейтесь сначала, а то у вас зуб на зуб не попадает. Отогреемся малость, а там и поедем себе потихоньку. Трюх, 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 трюх. Ох, и кони же знатные. Я и в королевской конюшне таких не видывал. Виноват, Ваше Величество. Чьи же это? А вон хозяйка сидит. Все, зверюги, на место! На место! Давно ли собачью шкуру одели? А уже на лошадей бросается. Кажется, мне я уже слышала этот лай. А где, не припомню. Может, и слышала. Как не слыхать? Ведь они с вами, кажись, в одном доме жили. У нас в доме собак не было. А вы поглядите на них получше, сударыня. Не признаете ли? Да быть этого не может. Может, не может, а так оно и есть. Берегись, укусят! Нет, они, видно, теперь ласковыми стали. Да неужто им так до самой смерти собаками оставаться? Зачем? Пусть они у тебя 3 года поживут, дом сторожат, а через 3 года, если не станут посмирнее, приведи их сюда под Новый год, снимем мы с них собачьи шубы. Ну, а если они и через 3 года еще не исправятся? Тогда через 6 лет. Или через 9. Так ведь собачий-то век недолг. Эх, тетки, не носить вам больше платочков, не ходить на 2 ногах. А нельзя ли им мне привезти сюда под Новый год своих придворных собак? Они у меня смирные, ласковые, ходят передо мной на задних лапках. Может быть, они тоже станут людьми? Нет. Уж если они на задних лапках ходят, так людей из них не сделаешь. Ну, гости дорогие, пора мне своим хозяйством заняться. Без меня и мороз не по-январски трещит, и ветер не так дует, и снег не в ту сторону летит. Да и вам пора в путь дорогу собираться. Вон уж месяц высоко поднялся, он вам посветит. Только езжайте побыстрее, поторапливайтесь. Мы бы и рады поторопиться, дедушка. Да лошадки наши лохматые больше лают, чем везут. Вот если бы вы нас на белых конях подвезли. А вы попросите хозяйку, может быть, она вас и подвезет. Разрешите попросить, Ваше Величество? Не надо. Ну, делать нечего. Эй вы, лошадки веслоухие, полезайте-ка снова в хомут. Ваше Величество. Что? Ведь до дворца еще очень далеко. А мороз, простите, январский, суровый. Не доехать мне. Да и вы без шубы замерзнете. А, Ваше Величество?
И как же я ее просить буду? Ведь я с нее шубку сняла, утопить ее хотела, колечко ее бросила. Да и не умею я просить. Меня этому не учили. Я умею только приказывать. Ведь я королева. Вон оно что. А мы и не знали. Ты нас в глаза не видела. И нам неведомо, кто ты такая. Королева, говоришь? Ишь ты. А это кто? Учитель твой, что ли? Да, учитель. Что ж вы ее такому простому делу не научили? Приказывать умеет, а просить не умеет. Ее Величество училось только тому, чему им угодно было учиться. Ну, если уж на то пошло, так я за сегодняшний день многому научилась. Больше узнала, чем у вас за 3 года. Послушай-ка, милая, подвези нас, пожалуйста, в своих санях. Я тебя за это по-королевски награжу. Спасибо, Ваше Величество. Не надо мне ваших подарков. Вот видите, не хочет. Ты, видно, не так просишь? А как надо просить? Разве я не так сказала? Нет, Ваше Величество, с точки зрения грамматики вы сказали совершенно правильно. Уж вы меня простите, Ваше Величество. Я человек не ученый, солдат, в грамматиках мало смысла. Но позвольте мне на этот раз поучить вас. Ну, говори. Вы бы, Ваше Величество, не обещали ей больше никаких наград. Довольно уж было обещано. А сказали бы попросту: подвези, сделай милость. Вы ведь не извозчика, Ваше Величество, нанимаете. Кажется, я поняла. Подвези нас, пожалуйста. Мы очень замерзли. Отчего ж не подвезти? Конечно, подвезу. И шубу я вам дам, и учителю вашему, и солдату. У меня их в сундуке много. Я ведь знаю, что такое мороз новогодний. Ну, спасибо тебе. Я тебе за эту шубку дам 12. Матушка, вы опять... Не буду. А ты что ж не одеваешься? Не смею, Ваше Величество. Шинелка-то не по форме, не казенного образца. Ничего, у нас сегодня все не по форме, одевайся. И то правда. Какая уж тут форма. Обещали мы нынче других покатать, а сами на чужих санях катаемся. Посулили шубу со своего плеча пожаловать, а сами в чужих шубах греемся. Да уж ладно, и на том спасибо. Позвольте-ка мне, хозяева, на облучке пристроиться, с лошадками поуправляться. Это не то, что с собаками. Дело знакомое. Садись, служивый, вези седаков. Только шапку в дороге не потеряй. Кони у нас резвые, часы обгоняют. Минутки у них из-под копыт летят. Не оглянется, дома будете. Прощайте, братья месяцы. Не забуду я вашего новогоднего костра. А я бы и рада забыть, да не забудется. А если забудете, так напомнится. Желаю здравствовать, хозяева, счастливо оставаться. Ага! Ну! Добрый путь! Добрый путь! Зеркалом дорога! Зеркалом дорога! Прощай, апрель месяц. Прощай, милая. Жди меня в гости. Что, дедушка Лес, напугали мы тебя нынче. Снега твои всколыхнули, зверье твое разбудили.
Ну, полно тебе, полно. Спи себе. Больше не потревожим. Ты гори, костер гори, смолы вешние вари. Пусть из нашего котла по стволам пойдет смола, чтобы вся земля зимой пахла елкой и сосной. Гори, гори, ясно, чтобы не погасно, догорай костер дотла, будет пепел и зола. Разлетайся синий дым под кустарником седым, до вершин окутай лес, поднимайся до небес. Тает месяц молодой, гаснут звезды чередой, из распахнутых ворот солнце красное идет, солнце за руки ведет, новый день и Новый год. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Без коней, без колеса едет вверх на небеса, солнце золотое, золото литое, не стучит и гремит, ни копытом говорит. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло.